Геноцид. Экстренный выпуск. Идет неслыханная по масштабам война. К сожалению, шансов на победу нет. Практически все войны в истории человечества были и идут с целью завоевания территорий, земли. Сегодня покажем вам, как идет завоевание, уничтожение, геноцид нашей родной любимой земли, создаваемой миллионами лет, а уничтоженной безвозвратно за десяток последних лет собственными руками некомпетентного собственного правительства во всех странах. Мы живем в мире развития технологий и улучшения жизни путем внедрения современных разработок. А все ли технологии и разработки направлены на пользу, или их польза ничтожно мала с их побочными эффектами и вредом, который может уничтожить все живое на Земле? На протяжении многих лет люди сигнализировали о преступной халатности, производства и использования биологического оружия под названием бактерий для бытового использования, но никто не реагировал и не реагирует. В администрации президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича заметили аномальное обмеление центральных, ранее судоходных рек, таких как Волга и Дон. Но катастрофа коснулась всех рек и озер во всем мире. В том числе привела к всемирному обмелению не только этих, а всех рек на Земле. Следующий этап этой же проблемы приведет к уничтожению всей плодородной почвы на Земле. На сегодняшний день, по некоторым расчетам, предполагается, что планета Земля потеряла около 50% почвы на полях, лугах и в лесу, а заражена искусственными вредоносными бактериями 90% почвы на планете Земля. И через 5-10 лет на планете может исчезнуть весь плодородный слой Земли. Эта проблема может привести к гибели всего живого на планете Земля. У вас есть дети, внуки. Вы надеетесь на их счастливое будущее. Я так не считаю. Вы боитесь атомной войны. Атомная война и проблемы, из-за которой обмелели реки, равноценны, а может даже меньше. Все дело в бактериях, которые были выведены искусственно под предлогом улучшения качества жизни людей. Не придется вам даже доказывать научными терминами и делать исследования. Любой самый безграмотный человек из написанного поймет суть проблемы. Итак, для уменьшения отходов на Земле создавали и создают бактерии, которые съедают органику и любые отходы. Самое простое – бактерии, которые люди используют на протяжении многих лет, это бактерии, которые используются в системе канализации. После их применения в выгребных ямах, шамбах, ничего не остается, они все съедают – любые отходы, любые органические соединения и вещества. Когда бактерии для использования в системе канализации были допущены для использования, то тогда в инструкции было указано, что после их применения каждый месяц нужно было использовать средства, которые убивали бы эти бактерии. Но этого никто никогда не делал. Затем стали применять бактерии, которые стали очищать канализационные трубы от любых отложений. В канализационных трубах и согласно инструкции от кухонной мойки до конца системы канализации трубы стали блестеть как новые. Все внутри труб, что там накапливалось десятками лет, бактерии съедают за несколько недель. Удобно, и никто не задумывается о последствиях. Но эти бактерии никто даже теоретически уничтожить не может, и они идут далее беспрепятственно. Голодная армия бактерий идет дальше по течению в ручьи, реки, озера и моря. Плодородный слой земли сапропель является самой лакомой пищей для бактерий, которые ее уничтожают с огромной скоростью. Сверхнаглостью производителей и продавцов бактерий стала продажа бактерий, уничтожающих плодородный слой, под видом удобрения, улучшающее урожай. Бактерии, которые применяются на фермах для разложения навоза, и дальнейшее применение навоза с бактериями, съедающими органику, разбрасывают на свои походные поля, уничтожая своими руками плодородный слой, оставляя за собой только песок и глину. Реки имели дно из мельчайших органических отложений, и вода текла по реке, как по герметическому водонепроницаемому лодку. Эти органические отложения были съедены в результате безумного применения бактерий. Сейчас ручьи и реки стали как сито. Реки не способны транспортировать воду. Они стали как сито. Вода уходит в землю, не доходя до озер, морей и океанов. Кто может управлять бактериями? Никто не в состоянии это сделать. Как только первый раз их запустили в канализационную систему,
Их количество возросло в несчитанное количество раз, и никто не в состоянии остановить прожорливых монстров, съедающих все на своем пути. Войны, разжигаемые власти имущими, это только отвлекающий маневр. Основная цель – уничтожение людей и всего живого на Земле с помощью бактерий. Для этих целей США, которые имеют самое большое количество военных баз по всему миру, страна, которой наплевать на людей и на все живое на ней, ускоряют процесс уничтожения плодородного слоя Земли, который спровоцирует голод для людей и всех животных. Именно они стоят за этим. Контролируя внесение бактерий в землю самими сельскохозяйственными фирмами и людьми, а также распыляя вредоносные бактерии с самолетов, расположенных по всему миру на их военных базах, доступ на которые абсолютно закрыт, и они действуют бесконтрольно и безнаказанно. Мало того, что люди, фирмы и все страны уже за свои деньги уничтожат свое будущее, но этим людям, а может и вовсе не людям, может, это какие-то инопланетяне или выродки, или шизофреники с деньгами и властью, уже на протяжении многих лет распыляются с самолетов все новые и новые виды прожорливых монстров. На эти цели ежегодно тратятся триллиарды долларов. Для более полного заражения плодородных пахотных земель повсеместно во всех странах стали использовать зерно, покрытое оболочкой, якобы удобрениями. На самом деле в состав оболочки входят бактерии, которые в дальнейшем уничтожат весь плодородный пахотный слой на планете Земля. А на самом деле нужно сиюминутно запретить использование всех видов бактерий и научные исследования по их созданию. Описанных выше сделать дезинфекцию земель. Нужно срочно направить все силы ученых, промышленности, законов на войну с бактериями. Когда на планете Земля исчезнет весь плодородный слой, может, вы вспомните об этом обращении к вам. За годы ассортимент бытового бактериологического оружия вырос до невообразимых размеров. Мало того, что имеющиеся в наличии бактерии съедают всю органику, то ученым этого мало. Они разработали и хотят выпустить монстров, которые способны съедать даже пластик. Это будет означать, что конец света уже наступил. Не нужно много ума, не нужно вообще никаких исследований и анализов, чтобы понять, что с помощью бактерий, которые питаются отходами от жизнедеятельности человека, жиром, целлюлозой, соответственно, всеми видами древесины, органикой будет уничтожена наша цивилизация. Эти бактерии – биологическое оружие, дали для распространения самим людям, всему населению всех стран в мире. Бактерии дают в септики, дают в канализационные трубы, используют во всех видах ферм по выращиванию животных, в плодородную землю. Их наносят на зерно. Зерно, покрытое оболочкой якобы с удобрениями, на самом деле было умышленно покрыто дополнительно бактериями, целью которых было уничтожить весь плодородный слой на Земле. Бактерии и другие вредные химические элементы рассеивали и рассеивают на всей плодородной почве, на всей территории всех стран. Их распыляют с самолетов над территориями всех стран мира, над полями, лугами и лесами, реками и озерами. Биологическое оружие – бактерии, которые способны съесть всю органику, все живое и мертвое, все, что Земля накапливала миллионы лет. Вы думаете, что это сказка или фейк, но это горькая правда и реальность. Лично вами, каждым из вас уничтожен безвозвратно почти весь плодородный слой земли и сапропель, многовековые донные отложения пресноводных водоемов и рек, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя, содержащие большое количество органических веществ и гумуса, плодородный слой земли, черноземы, многовековые донные отложения пресноводных водоемов и рек для данных видов бактерий является самым простым и любимым питанием – едой. В России проснулись и раскрыли рот от удивления ученые, которым непонятно стало, почему центральные реки Волга и Дон стали с каждым годом мелеть, когда средняя сумма осадков остается прежней. А то, что все без исключения реки и озера обмелели, не видит только слепой. Вы ученые, вам не стыдно. Вы санкционировали распространение бактериологического оружия, биологических монстров, всеядных бактерий. И даже когда лично президент Путин
Владимир Владимирович дал поручение прокуратуре и правительству Российской Федерации разобраться в проблеме обмеления рек, то никто ничего не сделал для выяснения истинных причин этой экологической катастрофы – геноцида. А когда в Генеральную прокуратуру и в правительство обращались люди с доказательством истинных причин, то эту информацию не доводили до ответственных лиц, игнорировали умышленно или нет, не нам судить, но делались формальные отписки и направляли информацию не туда, где ее могли изучить и принять меры противодействия, а в Роспотребнадзор, именно тем, кто в первую очередь и дал разрешение на использование этого биологического оружия, тем, кто является главным виновником бесконтрольного использования бактериологического оружия. Как вы думаете, если виновному в преступлении писать письмо, что есть геноцид, который вы разрешили, то как вы думаете, какой ответ может быть получен? Спасибо, до свидания. Так и произошло. Обращение в прокуратуру, правительство Минприроды полностью игнорируется, невзирая на конкретное поручение президента Путина. Есть еще одна проблема, почему все письма в высокопоставленные организации просто игнорируются. Практически во всех странах правительства имеют одинаковый принцип, зависимого от одной доминирующей страны – США. И когда речь заходит о принятии решений в разных странах на подобную тему, то речь идет о многомиллионных взятках, подкупе и шантажах. Когда речь идет о взятках высшего правительственного состава различных стран, то выяснялось, что министры и политики, принимающие решения, не сильно и получают взятки, они все делают в основном по убеждению. А вот убеждают их в правильности того или иного решения их подчиненные. Дать взятку министру и остаться незамеченным в настоящее время невозможно. А вот завербовать и финансировать серую мышь, которая не принимает решения, но принимает корреспонденцию, готовит письма и ответы, готовит решения легко и просто. Взятка министру должна соответствовать должности, а взятка простому клерку в разы меньше, а результат тот же. Эта практика подкупа и вербовки секретарей и адъютантов стара как мир. С помощью этих невзрачных клерков принимаются или не решаются все глобальные решения и постановления. То, что до сих пор проблема с уничтожением всего живого на Земле с помощью бактерий, не поднимается ни в одной стране мира невиновны министры, а виновны простые клерки, которые не несут никакой ответственности, но управляют и манипулируют министрами, министерствами и странами. Я не могу утверждать, что так происходит в России. Умысел и предательство или халатная безграмотность, но на протяжении многих лет землю, нашу с вами землю, за которую проливали и проливают кровь люди, уничтожили. Ее больше нет. Остатки могут исчезнуть в любую минуту. Вы родились благодаря вашим потомкам, которые вас вскормили молоком и хлебом, а что будут есть ваши внуки и правнуки, вы не задумываетесь. Тот, кто получит эту информацию, донесите ее до всех людей на этой планете. Разошлите всем друзьям и знакомым без исключения. Важнее этой темы нет на сегодняшний день. Нужно считать, что то, что уже случилось, это неизбежный плачевный факт, с которым нужно смириться. Есть компетентные органы, они могут поискать виновных. Не думаю, что они их найдут. Но непринятие мер в данный момент по запрету биологического оружия, примененного против планеты Земля во всех стран мира, с помощью бытового разрешенного использования бактерий во всех сферах жизнедеятельности человека. С этой минуты можно расценивать как измену Родине, предательство и самое большое преступление перед человечеством, с самым строгим наказанием, которое только есть. Если вы хотите, чтобы на Земле жили только роботы, которым не нужны люди, растения и все живое, то можете остаться безразличными. Если вы думаете о будущем планеты и своем потомстве, примите активное участие в судьбе умирающей нашей планеты из-за преступного сговора и халатности кучки людей. Масштаб катастрофы можно понять, если еще только представить, что эти монстры, бактерии, проникают во все растения и с пищей, водой и воздухом попадают в организм людей и животных, съедают их изнутри. Есть люди, которые занимаются сельским хозяйством, которые живут за пределами Российской Федерации, которых под большим секретом предупредили о использовании с помощью авиации и покрытого оболочкой зерна, бытовых бактериях,
которые в неимоверном огромном количестве находятся в реках и озерах, водой из которых поливается плодородная сельскохозяйственная почва. Этим людям дали конкретные рекомендации, как спасти свой кусочек плодородной земли. Им дали инструкции для спасения их участка земли. Там указано, что для уничтожения бактерий, попавших уже в почву, для тех, кто хочет сохранить свой плодородный слой земли, необходимо не менее 3 раз в год опрыскивать землю концентрированным раствором медного купороса. Возможно, это спасет их участки земли от прожорливых монстров. Это обращение адресовано ко всем здравомыслящим людям на земле и президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Если правительство по его поручению бездействует, то народ верит, что он сам сможет разобраться в этом деле. Но до него нужно донести эту информацию. Если вы обращали внимание, выйдя на улицу и посмотрев на небо, что как-то странно ведет себя авиация, оставляя на небе несколько необычные инверсные следы, которые потом формируются в ничуть не менее странные облака, напоминающие смог. Самолеты, если вы присмотритесь, летают по маршрутам, оставляющим на небе следы, подобные сетке. Следы от химтрейлов отличаются от инверсионных следов самолетов. Инверсионный след – это след конденсации или паровые следы. Это видимые следы сконденсированного водяного пара, образованного выхлопами самолетных двигателей. Химтрейлы – это химический след в виде аэрозоля, появляющийся после распыления химического и биологического оружия самолетами. Конденсационный след от самолета, летящего на большой высоте, исчезает буквально на глазах и может быть видим недолго. Химические же следы висят в воздухе по несколько часов и расплываются в широкие полосы, а затем покрывают все небо бледной туманной мглой. Если в конце 90-х годов и в начале 2000-х годов химтрейлы были замечены только над США и Великобританией, то в последние годы, особенно в последние 2 года, химтрейлы обнаруживаются по всему миру, в том числе и над Россией, и над другими странами, входившими в бывший Советский Союз. К нам приходят письма с фотографиями, с видео, которые сняты на мобильные телефоны, где наблюдается одна и та же картина. Самолеты, распыляющие неизвестное химическое или бактериологическое вещество, так скажем, химическую аэрозоль, и в дальнейшем белая мгла, даже сизая мгла, которая покрывает все пространство небесное над теми населенными пунктами, где это распыление происходило. И присылают эти снимки, фотографии и видео со всех городов: Уфа, Норильск, Москва, Петербург, Краснодарский край, Волгоград, прибалтийские страны, Рига, Кишинев, Молдавия. Приходят письма, свидетельствующие о том, что химтрейлы сегодня – это массовое явление, география вся планета. Эдвард Гриффин, автор множества книг и документальных материалов на тему химтрейлов. Мы хотели бы поговорить с вами на тему, которая сейчас привлекает все больше и больше внимания. Тема, которая на научном языке называется стратосферная аэрозольная геоинженерия, также называемая проблема химтрейлов. Те люди, которые финансируют этот проект опрыскивания планеты, поспешат нас убедить в том, что это делается только для нашего блага. Это для вас, люди. Это все для блага населения планеты. Мы стараемся предотвратить глобальное потепление. Они также могут заверить нас в том, что эти вещества помогут привить нам устойчивость к биологическому оружию в случае биоатаки извне. Вакцинировать каждого инъекции в руку – это трудоемкий процесс, но мы можем опрыснуть всех, чтобы сохранить жизнь людей. Мы делаем это на благо людей. Заслуживает внимания заявление управляющего авиалинией, который по понятным причинам сохранил свою анонимность. Он сказал следующее, что когда прочитал электронное письмо от неизвестного механика, обнаружившего на пассажирском самолете установленное дополнительное оборудование для распыления химических веществ, то понял, что должен ему ответить. Авиакомпании Америки участвуют в так называемом проекте Cloverleaf, что в переводе означает «лист клевера». Начало этого проекта 1998 год. Все сотрудники нескольких авиакомпаний, которые были посвящены в проект Cloverleaf, прошли через принудительную проверку на профпригодность. И перед тем, как они были подключены к проекту, их заставили подписать соглашение о нераспространении информации.
противном случае они могли быть арестованы. Они им рассказали, что правительство собирается платить их авиакомпании вместе с другими за распыление специальных химикатов с коммерческих самолетов. Когда сотрудники авиалиний спросили, что это за химикаты и почему они должны их распылять, то им ответили, что эта информация закрыта. Представители правительства уверяли, что химикаты не вредные и программа до такой степени важная, что ее нужно выполнить любой ценой. Когда их спросили, почему не оборудовать военные самолеты для распыления этих химикатов, то они ответили, что нет достаточного количества военных самолетов, чтобы распространять химикаты в таком количестве. Поэтому проект Кровер-Лив был принят таким, чтобы разрешить именно коммерческим авиалиниям помогать в распылении этих химикатов в атмосфере. На вопрос, для чего вся эта секретность, представители правительства заявили, что если широкая общественность узнает, что самолеты, на которых они летают, распространяют химикаты в воздухе, то группы по защите окружающей среды поднимут шум и потребуют прекратить распыление. Кто-то спросил одного из членов правительства, если эти химикаты не вредны, почему бы не рассказать общественности, что это за химикаты и почему мы это распространяем? В ответ он заявил авторитетным тоном, что общественность не должна знать о происходящем, но что эта программа в ее интересах. С воздуха в почву высыпают 10-20 миллионов тонн солей алюминия в год. В образцах, взятых из рек, озер, почвы, уровень алюминия превышает в 60 тысяч раз допустимого. В такой почве не растут нормальные семена. Фермеры вынуждены закупать алюминий-устойчивые семена различных культур у Монсанто и других подобных компаний. У Монсанто патент на семена с геном устойчивости к алюминию. Моя семья владеет этой фермой по выращиванию органических, то есть экологически чистых культур здесь, на Гавайях. Но на протяжении нескольких лет мы подвергаемся распылениям каждый день. Это уже сильно отразилось на нашем здоровье и состоянии нашей природы. Уже происходит катастрофическое размягчение коры деревьев. Теперь мы просто вынуждены закупать ГМО-семена, потому что натуральные культуры здесь уже просто не растут. Существует целый спектр различных веществ, которые попадают в человеческий организм в самых незначительных количествах, буквально гомеопатических количествах, могут приводить к значительным изменениям в жизнедеятельности организма. Причина та же, по которой ХАРП может существенно влиять на погодообразование. Человеческий организм – самосогласованная система. Поэтому попадание некоторых веществ в самых ничтожных количествах в человеческий организм может привести его к гибели или появлению каких-то болезней. Поэтому вот распыление, если имеет это место над территорией России вот таких веществ, может нести угрозу здоровью населения страны. Необходимо, конечно, принятие мер по выявлению, что именно распыляется, в каких количествах и над какими регионами. И потом провести необходимые исследования последствий такого распыления на территории России и данных веществ. 2 октября 2001 года в США был принят акт HR 2977 по охране космического пространства, где под пунктом 7б приводится список так называемых экзотических систем военного поражения, где химтрейлы были в списке видов воздействия. К этой же категории воздействия отнесли электронные, психотропные, информационные влияния, низкочастотные волновые воздействия, плазматические, электромагнитные, ультразвуковые системы поражения, лазерные бомбовые системы, а также химические, биологические, природные, климатические и тектонические бомбы. Из этого акта абсолютно очевидно, что химтрейлы относятся к оружию массового поражения. Пункт 7c этого акта объясняет, что подразумевает термин «экзотические системы военного поражения». Это системы, включающие в себя системы поражений космического пространства или живые экосистемы, такие как ионосфера и верхняя часть атмосферы. Также системы воздействия на климат, тектонические системы с целью нанесения повреждений или воздействия на группу населения или участок Земли или на воздушное пространство. Если использовать оптические приборы, можно увидеть, как след, оставляемый таким самолетом, представляет собой распыленное химическое вещество, которое предотвращает образование дождевых облаков, что ведет в свою очередь к засухе, искусственно создавая неурожаи, а следовательно, может привести их к голоду. Кроме того, эти вещества создают искусственный парниковый эффект и могут угрожать здоровью людей.
Возможно, кроме использования веществ, препятствующих выпадению осадков, используются и другие вещества в других негативных целях, например, для манипулирования сознанием людей или для применения тектонического сейсмологического оружия. Те лабораторные исследования, которые проводились специалистами, чтобы определить химический состав этих загадочных следов, показали, что в них содержатся окислы токсичных металлов – барий, алюминия. Также в химтрейлах содержатся вирусы, подобные грипп, и неизвестные по природе и происхождению бактерии и вирусы, которые могли быть созданы только в военных лабораториях или спецлабораториях. То есть фактически сегодня мы можем говорить о том, что все человечество подвержено био- или химической террористической атаке с воздуха. Только то, что попало в печать, известно, что с 1940 по 1979 года над большей частью населенных областей Англии более 2000 раз секретно распылялись с самолетов биологические микроорганизмы и токсичные химикалии. Не так давно жители штата Арканзас обнаружили маленькие частицы, которые падали с неба. Собранные образцы были протестированы в лаборатории. Оказалось, что в них входит барий и другие элементы, которые во много раз превышают норму допустимого. Департамент качества окружающей среды сказал, что это очень необычная картина, но определение источника попадания бария в воздух совсем непростая задача. Барий является маркером других компонентов, используемых в биологических и химических опытах. Происшедшее привлекло внимание телевидения Лос-Анджелеса. Вопрос о том, что распыление химических веществ на людей могло быть частью секретных био- или химических опытов, и привело нас к информации 1977 года, когда 239 населенных пунктов были подвергнуты заражению биоагентами, происходившими с 1949 по 1969 года. Насколько это возможно, что подобные секретные эксперименты продолжают происходить и сейчас? Это очевидно, что какие-то вещества уже находятся в воздухе, может быть, пока и не вызывая повреждений. Но я бы хотела знать, что происходит. Расследования, проведенные новостями 12, показали, что вещества, используемые для распыления в воздухе, классифицированы в документе HR-2977 от 2001 года как акт охраны воздуха. Но военные отрицают существование этого акта и его применение. Оказалось, что до 2001 года правительство Америки абсолютно законно могло проводить секретные опыты над населением. Только позднее в этот закон были внесены корректировки. Создают уже плазмоидные такие облака, это научились уже делать, они создают. И это плазмоидное облако, оно с одной стороны является, препятствием для работы радиоэлектронных средств, это и для спутников низкоорбитальных, но прежде всего для наших баллистических ракет. Но это и оружие климатического характера. Именно ливни там и прочее вызывают именно эти плазмоидные линзы диаметром до 100, радиусом до 100 километров. Посмотрите, какое необычное образование было над Москвой в октябре 2009 года. Алекс Мерклингер, летчик, гость радиостудии. Я летчик со стажем более 40 лет. Я перестал считать часы полетов после 3500 часов. Моя сертификация позволяет мне управление всеми видами самолетов, кроме реактивных. Я хочу сейчас сказать про необычный феномен в небе. Ранним утром в нем можно видеть большое количество белых полос трейлов, а к полудню все небо облачно задымленное. Это вовсе не натуральное явление. Правительство и другие представители убеждают, что это кондекс-трейлы, то есть дорожки в небе от конденсации воздуха, которые остаются в атмосфере от любого самолета на определенной высоте. Но это не так. Конденсированная вода в этих дорожках быстро исчезает в зависимости от высоты. Это обычно занимает около минуты или, может быть, немного более. И все, ни следа от этой дорожки. Сейчас же эти полосы находятся в небе на протяжении всего дня, если, конечно, очень сильный ветер не выдувает их быстрее. И сейчас ситуация становится все хуже. Я разговариваю об этой проблеме с людьми по всему миру, и оказывается,
То же самое происходит во всех странах, которые мне известны, по крайней мере в 50. У нас слушатели и гости студии, побывавшие в разных странах, рассказывают во время наших обсуждений просто шокирующие факты, увиденные ими там. Люди, подвергающиеся таким воздействиям, начинают страдать респираторными заболеваниями, синуситами. И это развивается непосредственно после того, как они побывали в районе распылений. Люди по этому поводу чрезвычайно обеспокоены. Они прекрасно понимают, что это оказывает воздействие не только на их физическое здоровье, но и на эмоциональное и психическое состояние также. Алан Ватт, историк-социолог. Нас опрыскивают, как каких-то насекомых, прямо с воздуха, с помощью самолетов. Да, просто как мух. Они нас считают букашками. И ни один человек из СМИ не открывает рот, чтобы рассказать нам про это. А это потому, что СМИ – это один из рычагов в руках наших правителей. Как может на территории России летать самолеты, распыляющие химические или бактериологические отравляющие вещества? Россия подписала договор с НАТО о том, что военные самолеты НАТО имеют право беспрепятственно использовать воздушное пространство для доставки якобы грузов в Ирак и Афганистан. В каждой стране есть органы и структуры, отвечающие за безопасность, за национальную безопасность. И они не могут не знать о том, что над всей территорией России или любой другой страны перемещаются самолеты и распыляют химическую аэрозоль. Так, с 1968 года в городе Фэрбенкс, штат Аляска, действует исследовательский центр Покер-Флэт. Сообщалось, что только в 1994 году здесь было проведено 250 запусков ракет, начиненных различными химическими реагентами, для того, чтобы понять, как можно вызвать глобальные климатические изменения. В 1980 году в ходе выполнения проекта Ватерлоу этим центром было разрушено северное сияние, а в феврале 1983 года он запустил 2 ракеты Black Brant и 2 ракеты Nike Orion, которые на больших высотах выпустили барий и создали искусственные облака. Эти облака наблюдались от Канады вплоть до Лос-Аламоса в Нью-Мехико. Это очевидно, что против всех нас методично ведется война, и мы заложники в этом уничтожении. Депутаты, конгрессмены и другие люди, принявшие присягу защищать конституционные права, не только прекрасно знают о происходящем сегодня, но и активно участвуют в этом. Важный долг каждого из нас – это сегодня подняться на защиту себя и своих близких. Все должны знать, почему в нашу воду, почву и воздух ежедневно выбрасываются тонны ядов, почему количество заболеваний, связанных с отравлением алюминием и другими тяжелыми металлами, пугающе растет. Эта война против каждого из нас давно коснулась нас всех, поэтому мы не имеем права молчать. Только сплотившись, мы можем остановить это убийство ради наших детей. Сейчас критический момент в истории. Мы, люди, должны решить, или мы продолжим стоять на коленях, живя в постоянном страхе, в то время, как нас каждый день убивают теми же распылениями. Или же мы поднимемся и будем жить, как действительно должны жить люди, которым нужна справедливость, правда и мир. Исследователи полагают, что смесь бариевых солей, полимерных волокон и других химических реагентов в атмосфере может являться причиной внезапных и необъяснимых кровотечений из носа, астмы, различного рода аллергии, пневмонии, болезней верхних дыхательных путей, артритов и сахарного диабета. После распыления химтрейлов в различных городах Канады мы наблюдали эпидемию гриппоподобного заболевания. Такое же заболевание было распространено по всему США и Англии. Больница Петергул за один день приняла 307 больных с острыми симптомами. В Англии было нанято много грузовых рефрижераторных машин для транспортировки мертвых тел. Эта информация сообщалась по каналам BBC. По оценке Центра по контролю заболеваемости, эпидемия длилась 12 недель. Это была эпидемия гриппоподобного заболевания с быстрым развитием пневмонии. В этом году мы имели 19 недель эпидемии этого же состояния. СМИ называют это гриппом. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что это не было гриппом. Для обычного гриппа требуется время для распыления в популяции людей. Этот же псевдогрипп распространяется практически за ночь.
Есть важный факт, о котором СМИ никогда не упоминали, что сильные распыления веществ всегда совпадали с началом эпидемии. Директор медицинского центра Виа Кристи сказал, что это убивает даже здоровых людей за 4-5 дней. И у меня есть масса писем от родственников тех людей, кто внезапно заболел пневмонией на фоне полного здоровья и умер в течение недели. Соли бария очень хорошо впитываются в кишечный тракт и мускульную ткань. При этом нет никаких клинических данных, которые бы описывали длительное воздействие на организм человека малых доз солей бария. Симптомами острого отравления солями бария являются слюноотделение, жжение во рту и пищеводе, боли в желудке, колики, тошнота, рвота, понос, повышенное кровяное давление, твердый неправильный пульс, судороги, позже возможные параличи, синюшность лица и конечностей, обильный холодный пот, мышечная слабость, расстройство походки, а также речи, вследствие паралича мышц, глотки, языка, отдышка, головокружение, шум в ушах, расстройство зрения. Это оставлять без внимания ни в коем случае нельзя. Необходимо создавать в каждом городе инициативную группу, которая будет фиксировать все факты распыления химических веществ над населенными пунктами. Необходимо обращаться в общественные организации, экологические организации, давать информацию, которую в дальнейшем уже они смогут использовать для того, чтобы воздействовать на государственные структуры, которые обязаны отвечать за национальную безопасность. Если будет выяснено, что на территории России и других стран мира распыляются какие-то реагенты с гражданских самолетов, и это делается несанкционированно со стороны правительства, то это, конечно, следует расценивать как террористический акт в отношении государства, того, на котором распыляется этот реагент. Особенно если эти реагенты негативно влияют на сознание людей, на здоровье людей. Проблема химтрейлов затрагивает жизнь каждого из нас очень глубоко. Более 90% населения просто не знают информации о происходящем. Многие люди не останутся равнодушными, узнав правду. Каждый из нас может приложить усилия для того, чтобы все могли узнать о происходящем, потому что будущее всего человечества зависит от наших действий именно сегодня. За 12 часов наших наблюдений мы насчитали более 100 пролетевших самолетов, оставивших химический след. На закате эти полосы облака принимают ярко-розовый цвет. Поднимайте почаще голову и смотрите на небо. Что происходит над вашей головой?